Короче, была не была, полетели вжух. В Майнкрафте добавили новое оружие, копье, и я просто обязан его проверить. Я соберу максимальные чары, а их тут немало. Итак, добавили всего 7 видов: деревянное, каменное, железное, золотое, медное, алмазное и, конечно, незеритовое. И выглядит это довольно грозно. А еще я, похоже, пропустил этот момент, но оказывается, нам добавили полки. Все копья, кроме алмазного, поместим тут. Как вы видели, крафт их простой: 2 палки и 1 руда. Вот, кстати, смотрите, ко мне пришел свинозомби, в руках которого золотое копье. Неожиданно. Что касается чар, то их здесь предусмотрели очень много. На выбор: острота, небесная кара или бич членистоногих, а также добыча, отдача, заговор огня, прочность, починка и рывок. Новая чара, которая резко толкает игрока вперед. Значит, мне каким-то образом нужно их всех заполучить. Я думаю, торговля — это лучшее решение. Я временно одолжил одного безработного жителя, создал ему мини-дом, и теперь нужно выбить какой-то из чар, которые я перечислил ранее. Причем мне нужно желательно сразу максимальный уровень. Это было непросто, но спустя немного времени он предложил мне рывок 3-го уровня, максимального уровня. Ну и грабеж, конечно, 33 изумруда. Я выкупил рывок 3, разобрал домики и отвез жителя домой. Взял еще 2 и продолжил поиски. На этот раз это заняло очень много времени, и даже каким-то образом пришел 3-й житель. Но все же то, что нужно, выпало: острота 4. Пришлось купить такие 2 штуки, а для этого максимально поторговать с другими крестьянами, чтобы получить изумруды, потому что у меня их дефицит. Перемещаемся в другую деревню, и тут на балкончике сразу 2 безработных жителя. Снова тратим кучу времени, на этот раз безрезультатно. В какой-то момент я думал просто зачаровать книги и копье, но там были так себе предложения. Пришлось купить аж 4 книги на добычу 1, и уже дома все объединить. Но самое интересное, когда я их объединял, наковальня сломалась, и я остался без добычи. Снова. Также я израсходовал весь свой опыт, поэтому в Незере я сразился со всеми местными обитателями. Кое-как на ферме и благодаря торговле я собрал 30 уровень, получил изумруды и снова купил добычу. На то, чтобы объединить все имеющиеся книги, опыта опять не хватило. А ведь это только 3 чары. Благодаря размножению куриц я быстро получил опыт и соединил книги. А при попытке соединить уже с копьем, слишком дорого. Короче, это была история, как делать не надо. Книга стала просто бесполезной. Теперь у меня нет ни опыта, ни изумрудов, ни книг. Новый план. Мне надоело, что мне вечно не хватает опыта на разные идеи. Потому у меня просто нет другого выбора, как построить ферму опыта. Да, я отправился в саванну искать броненосцев, но случайно забрел в шахту. Вылез, и вы удивитесь, сколько ресурсов я собрал за 15 минут, но об этом позже. Я обежал всю саванну раз 5, но ни одного броненосца я не нашел. Тогда я отправился в другую саванну уже через Незер. Так, стоп, это не тот портал. О, другое дело. А вот и саванна. О, я нашел вас. Серая овца — это, конечно, не то, что мне нужно. А теперь вопрос, как доставить броненосцев домой? Ответ очевиден: по бедроку. Да, это была непростая затея. Но посмотрите, мы теперь с броненосцами на крыше Незера. Вот, блин, я случайно отправил одного броненосца обратно в Незер. Вот только как тебя тут поднять? Хорошо, 2 броненосца доставлено. Теперь их можно размножать. Если вас интересует, зачем мне они? Для того, чтобы построить простую, но эффективную ферму опыта. Вот, кстати, сколько ресурсов я тогда собрал. Просто у меня еще был дефицит железа, а с удачей 3 это вообще другое дело. Броненосцев тем временем не забываем размножать еще раз, с помощью паучьего глаза. А еще нужно постараться хоть как-то заработать изумруды. Я продавал буквально все, что можно, даже мясо. Теперь нужно построить ферму. Делается это довольно просто, и если кому-то надо, я могу скинуть гайд. Самое сложное здесь отправить 12 броненосцев в эту яму. И когда они все 12 там, я жму рычаг,
Нажимаю кнопку, и появляется очень много чешуйниц. Опыт начинает прибавляться, и за пару минут 45 уровень. Нормально. Что-то я отвлекся от самой сути видео, но понимаете, без фермы опыта было просто никак. Я не понимаю, почему у меня не работает чарование на 3-м этаже. Я и так попробовал, и сяк. Все равно хорошие чары она не выдает. Кажется, дело было не в чаровании. Я зачаровал деревянное копье, и теперь на алмазном появились новые чары. Рывок 3. Блин, небесные кары это не то, что мне нужно. Придется попрощаться с рывком. Выпала острота 3, но мне нужна острота 5. Это тоже сложно. Воу, смотрите, как круто работает рывок. Короче, возвращаемся к тому, с чего начинали. Торговля. Первым делом я купил починку. Снова одалживаем одного жителя. Ну же, ну хоть что-нибудь полезное, пожалуйста. Каким образом сюда вообще пришел еще один житель? Жух! Я сделал целый круг вокруг дома. Так, один безработный житель прямо посередине моста. То, что нужно. У него выпало заговор огня 2. Снова продаем все, что можно. Да сколько можно, спросите вы, и я отвечу, сколько нужно. Заговор огня теперь у меня. И осталась всего одна книга. Получить добычу 3-го уровня. Неважно, сколько это уже займет времени, просто дай мне это и точка. О, а вот и добыча 2. Берем, однозначно берем. Так, я попал на какое-то собрание, видно. Я получил недостающие изумруды и купил 2 книги на добычу 2. А еще отдачу 2-го уровня. Неужто этот момент настал? Объединяем остроту и получаем остроту 5. К ней добавляем рывок 3. Добыча с добычей, чтобы получить добычу 3. А к ней присоединяем прочность 3-го уровня. Дальше рывок с остротой к копью. Теперь понимаете, да, почему мне нужна была ферма опыта? Быстро фармим. Жух. На этот раз я решил создать еще одно копье, но это оказалось не так выгодно. Соединяем. Я не знаю, зачем я создал второе копье, но с ним стало намного дороже. Теперь нужно 32 единицы опыта. Снова привет, шуницы, как дела? Мне нравится, что действительно всего за пару минут 40-й левел. Подождите, у меня обе наковальни повреждены. Не-не-не, я не хочу лишиться еще раз всего. Лучше взять, скрафтить новую и в ней уже совместить. Буэм, получается. Теперь придется распрощаться с единственным моим незаритовым локом. Берем незаритовое улучшение и официально. Это самое сильное буэм. Да, оригинальное название. Проверка на курице. Воу! Как раз стемнело, сейчас будем проверять все на мобах. Бам, по криперу. Так, странствующий торговец у меня тут. Проверка на пауке. И еще одна проверка на пауке. Еще одна проверка на пауке. Очень жалко, что при выполнении укола расходуется сытость невероятно сильно. Я понимаю, что она делает сильный удар с большой скоростью. Мочит она очень сильно. Давайте взлетим, и сейчас по золотому скелету бам! Еще раз по зомби. Прыжок с Фистаблс прямо по криперу. Крафтим стойки для брони. Ставим в ряд. Так, подождите. Теперь намного лучше. Почти живые противники. Полетели и вжух. Шашлык-мопшлык. Стоп. Ой-ой-ой, все сгорели. Хорошо, хотя бы броня осталась. А вот с Эндерменом сражаться как-то неприятно. Все-таки это орудие дальнего боя. Я хочу сейчас спрыгнуть с булавой. Только как это сделать получше? Let's go! Бам! Есть пробитие. Я первый раз так, а прикольно. Летим в свинозомби. Ну, знаете, почему-то даже никто не агрится. Полетели! Еще разок. Что если их всех приманить? Ой, промазал. Есть. Как сразу они побежали.
Ой, они же еще и лазить умеют. Иди отсюда. Короче, была не была, полетели вжух. Нет, 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 как я упал-то. Но, по-моему, никого не осталось. Смотрите, как это было эпично. И они чисто за мной все попадали. Пришлось, правда, съесть, конечно, золотое зачарованное яблоко, но ничего страшного. Главное, это было круто. Удар по магму-блоку. А теперь по кабану. Ой, не добил. Бам! Короче, копье это очень прикольная штука. Мне оно нравится.